Привет всем любителям советской мототехники. В этом видео погрузимся в историю, узнаем, куда экспортировались мотоциклы «Восход», разберем, чем отличались мотоциклы, идущие на экспорт, покопаемся в архивах, найдем фотки «Восходов» и не только на просторах других стран, которые до сих пор эксплуатируются в странах третьего мира со времен СССР. Интересным временем для советского мотопрома были 70-е. Данное время характеризовалось эпохой застоя, но для мотопрома это был достаточно неплохой шанс для выхода на внешний рынок и презентации своей техники. Слышали ли вы о компании «Сатра», совместной советско-американской торговой организации, которая с 1973 по 1979 экспортировала наши мотоциклы в США, Великобританию и Австралию под единым брендом «Казак». Для мотоциклов было выбрано торговое название «Казак», хотя покупатели не знали, что мотоциклы поступали со многих заводов из 3 разных советских республик. В России это Урал, Ижевск, Ковров, в Украине Днепр и в Беларуси из Минска. Видимо, наши не хотели травмировать европейцев изобилием названий, и все мотоциклы назвали просто и лаконично «Казак» или по-русски «Казак». «Казак» стал общепринятым названием для любого советского мотоцикла того периода и до сих пор часто используется для описания любого советского, российского, украинского или белорусского мотоцикла. Список моделей был таким: «Казак М125», Минск, $349, «Казак М175», Восход, $399, «Казак М350С», Иж-Планета Спорт, $399, «Казак М350Т», Иж-Юпитер, $499 и «Казак М650Д», Днепр, $799. Но не думайте, что все было так безоблачно для мотоциклов марки «Казак». Это у советских граждан за неимением лучшего родные мотоциклы были в почете, а в Европе и за океаном наши мотоциклы встречали с гораздо меньшим энтузиазмом. Одним из принципов рекламной кампании было то, что советские мотоциклы хорошо управляются на проселочных дорогах и пересеченной местности, куда не поедут дорожные мотоциклы других производителей. Но рост продаж советских мотоциклов сдерживали следующие проблемы. Тормоза были недостаточно эффективными. Они не отвечали никаким требованиям британского интенсивного дорожного движения. Тормозные колодки всех советских мотоциклов были обязательными для замены на колодки британского производства с более качественным материалом. Но в итоге такие меры не решали всех проблем. Модели советских мотоциклов были технологически несовременные на момент релиза. Они отставали по мировому уровню технического развития примерно на 20 лет. Их качество тоже оставляло желать лучшего. Условия хранения и перевозки были не лучшими. Привезенные из-за моря и простоявшие в ожидании своего часа несколько лет на открытых площадках, мотоциклы теряли хром, портилась краска, хромированные детали часто были изъедены ржавчиной и нуждались в замене. В двигателях, коробках передач скапливалась вода, требовалась реставрация лакокрасочного покрытия. Чем отличались экспортные мотоциклы от мотоциклов для внутреннего рынка? Большинство отмечают тот факт, что мотоциклы для экспорта, как правило, собирались по большей части вручную. Качество лакокрасочного покрытия было выше, ежели на серийных мотоциклах. То же самое касается и качества литья. Оно, как мы знаем, особо не отличалось своей аккуратностью для серийных мотоциклов. Еще можно сказать о расцветке. Частенько были мотоциклы с необычными цветами. Это нормальная практика, когда для разных рынков отличались цвета. А также комплектации были разнообразнее, чем для внутреннего рынка. Например, экспортные мотоциклы комплектовались декоративными накладками карбюратора и боковыми щитками, окрашенными в бежевый цвет. При всем при этом они были выполнены из металла, в отличие от мотоциклов, идущих на внутренний рынок. Для нас щитки были из пластика. Ручка пассажира с левой стороны, ветровик,
боковые дуги, боковая защита ног, резиновый демпфер между бардачком и основанием сиденья. Чехлы сиденья тоже могли отличаться. Ну и цвета лакокрасочного покрытия на экспорт были качественнее и могли варьироваться. Далее я расскажу о экспорте мотоциклов «Восход» в Сирию. В декабре 1973 года был заключен контракт, по которому мы должны были поставить 1000 мотоциклов в разобранном виде в течение 1974 года. 500 штук во втором квартале и 500 мотоциклов в третьем квартале. В Сирии были запланированы освоение производства. Под контролем инженеров завода имени Дегтярева было развернуто производство мотоциклов «Восход» в Сирии. Всего их продано более 10 тысяч, из них 5500 собрано в Дамаске. Сотрудничество дегтяревцев и сирийцев оборвалось в конце 80-х годов в связи со смертью сирийского предпринимателя Таха Нуралла. Он хотел приобщить сына к налаженному бизнесу, но наследник не проявлял интереса к производству мотоциклов. Заводские специалисты в командировку в Сирию больше не направлялись. А вот мотоциклы «Восход» замечены в других странах. Напишите, кстати, в комментариях, почему, по вашему мнению, Советский Союз технологически отставал в мотостроении на 20-30 лет, при этом запускал космические корабли. Но вот с мотоциклами дела обстояли не так успешно.